Приветствую зрителей и подписчиков моего канала. Сегодня на обзорчике распаковка вот такого вот самолетика. Буквально 2-2,5 месяца назад он появился на Бангуде. Сразу же был сначала в преордере. Информации по нему было минимум, только какие-то картиночки и небольшие описания. Поэтому сейчас очень подробно, что же в этой коробке. Коробочка достаточно компактная и в принципе кто-то может быть будет использовать ее для транспортировки. По длине она всего 44 сантиметра и имеет квадратное сечение 15 на 14. Это значит, просто в рюкзак можно сложить и этот самолетик с собой везде таскать. Очень хороший вариант, вот такой вот складной. Я уже открывал его, сразу скажу, смотрел, что внутри, и просто бомбовый совершенно самолетик. Единственное, о чем я пока что жалею, это что я заказал только один. Вот такая коробочка, очень прочная. Видно, что ей досталось от перевозчика, но внутри ничего не пострадало. Открываем. Стандартная схема. И коробочка открывается вот таким образом. Что же у нас здесь? Это была прокладочка там в серединке. Значит, первым делом замечаем, что просто тьма наклеек. То есть наклейки с значками. Наклейки на крылья цвета красного, белого. Такой же набор, вот еще красный. Еще наклейки зеленые. Просто уйма наклеек. То есть все три цвета, которые представлены на бангудовском сайте, на страничке, они все три вот здесь у вас в коробке. Клейте, какой вам нравится. Довольно хорошая подробная инструкция по сборке. Самолетик предусматривает склеивание. Я покажу где. Но клея в комплекте нет. На самом деле я собираюсь обходиться без клея, потому что думаю, что он у меня останется разборным. Итак, что внутри? Первым делом обращаем внимание, все детали обернуты в полиэтилен защитный и все запаяны. Я уже открывал коробку для того, чтобы проверить целостность после доставки. Поэтому у меня открытый. Вообще было все запаяно. Первым делом достаем стабилизатор. И видим, что он, во-первых, не плоский, а формован в профиль. Сразу же руль высоты. Подвес жестковат, но в принципе он будет нормально работать и хорошо себя чувствовать. Можно оставить как есть. Вот здесь сделано вот такое место для установки сервопривода. Сразу же установлен кабанчик. И вклеены фанерные защитки, которые предотвратят удары сервоприводом об землю. В принципе это очень хорошо. Они на самом деле массы не добавляют. Сразу же это дело заметно. Прорезаны канавки под провод сервопривода. И есть канавка на самом деле вот здесь для вклеивания угольной рейки. Но если быть честным, то она не нужна. Очень жесткая, плотная сама по себе штука. Я думаю, что ее тоже сделали канавку, а потом, когда уже взяли в руки, скорее всего отказались от вклеивания сюда ребра жесткости. Оно в принципе здесь не нужно. Очень плотная вещь. Никакого крепления руля высоты не предусмотрено. Считается, что он будет вклеенный. На самом деле я собираюсь здесь сделать крепление под винтик. И таким образом у меня конструкция останется разборная. Итак, руль высоты и стабилизатор. Фюзеляж. Фюзеляж великолепен. Вот так вот приложим линеечку. 30 сантиметров длиной. 7 сантиметров в высоту и те же самые 7 в ширину. Отличный фюзеляжик. Сразу же вклеена фанерка мотормаунта. Вклеена фанерка с двумя магнитами для крепления крыла. Вклеена полочка для установки сюда крепления. Вот здесь вот в глубине можно видеть гайки с резьбой. Для того, чтобы крыло прикручивать, притягивать винтиками, чтобы не только на магнитах держалось. Передняя часть открывается. Здесь видим тоже большой магнит вклеен, достаточно хороший. Липучка, держатель батареи. И вон там внизу фанерка, на которой будет батарея. Вот здесь для установки оборудования сразу с прорезями под крепеж, под стяжки. Еще одна полочка для установки, может быть полетный контроллер кто-то поставит, может быть просто здесь какое-то оборудование, там FPV, передатчик и так далее. Площадочка
которая закрывает переднюю часть, устанавливается вперед вот здесь, заводится и примагничивается. Она также имеет вторую крышку, которая очень плотно сидит на двух магнитах. Два магнита здесь, два здесь. И сразу же имеет вот здесь черного цвета, по-моему, это все-таки какой-то АБС пластик. Площадочку, прочную твердую площадку, сразу насверленную, для того, чтобы сюда поставить курсовую камеру. Отлично сделан фюзеляж, два отверстия воздухозаборников и одно отверстие для выхода этого воздуха, то есть фактически внутренняя часть фюзеляжа сразу предусмотрена вентилируемой. Это очень хорошо и на самом деле очень прочная такая вот фактурка, прекрасно выполнена. Да, кстати, не померил стабилизатор. Стабилизатор у нас имеет ширину от края до края 22 сантиметра и от кромки до кромки 6,5. Руль высоты примерно 2 сантиметра рабочей площади, точнее рабочей ширины поверхности. В принципе, кому интересны это параметры, можете считать. Здесь же в коробочке находим хвостовые балки. Хвостовые балки идут сразу же с приклеенными на них килями. И надо сказать, что организовано все достаточно качественно. То есть все очень плотно, хорошо, добротно склеено. Кили прочные сами по себе. Тоже имеют профиль небольшой, то есть не плоские. Ну и посадочное место, в которое должен вклеиваться стабилизатор. Вот таким вот образом. То есть два киля у нас между собой зафиксируют стабилизатор. Вот таким образом. Я думаю, что вот здесь пара нейлоновых винтиков и фанерная площадочка вот здесь эту конструкцию легко сделают разборной. Одна хвостовая балка и вторая. Видим, что крепления хвостовых балок отличаются, то есть левая и правая балки отличаются. И отличаются они еще потому, что внутри сразу же у одной из балок проложен сервоудлинитель, для того, чтобы подключить наш сервопривод к приемнику или к полетному контроллеру. Сервопривод, который мы поставим вот сюда в стабилизатор. Высота киля 9 сантиметров. Ширина у корня 6,5. Ширина наверху 3,5. Длина всей хвостовой балки, ну, наверное, будет правильно мерить ее от края крыла, 25 сантиметров. И еще сама установочная часть 10. Сама балка сделана из карбоновой трубки квадратного сечения. В принципе, это очень хорошо, потому что она имеет достаточной жесткости и при этом легкая. К балкам вернемся, когда распакуем крыло. Еще в комплекте у нас имеется угольная трубочка, достаточно прочная такая, толстостенная, для того, чтобы соединить между собой крылья. Теперь о самих крыльях. Крылья отштампованы из того же самого материала. Сразу же вклеены вот здесь фанерные вкладки, которые будут обеспечивать жесткость вот этому элементу крепления. Очень многие изначально говорили о том, что здесь будет самое слабое место. Вот ничего подобного, оно усилено здесь фанеркой и держится довольно-таки прочно. Вклеены по длине процентов, наверное, на 80 или 90 вклеено стеклопластиковое армирование, то есть сделан лонжерончик здесь, который обеспечивает нам жесткость продольную. Отштампован и сразу вырезан элерон. Сразу же прикручены кабанчики на свое место. Отштампованы посадочные места под сервоприводы. И учитывая то, что крыло довольно тоненькое, вот здесь вот так видно, сделан наплыв, который защищает серву, установленную на свое место. Для проводов сервопривода вот здесь предусмотрены канавки. И, видимо, еще одна была предусмотрена канавка для ребра жесткости, но от нее отказались.
Вот здесь оштампованы у нас крепления для балки хвостовой. И на верхней части сделаны наплывы, которые их усиливают. Предполагается вот такая установка хвостовой балки. Если посмотреть, хвостовая балка имеет не по центру вот эти элементы. Это означает, что каждая балка соответствует своему крылышку. И вы уже не перепутаете, как ее поставить. То есть другая балка просто-напросто станет со смещением сюда. В принципе, тоже думаю вот здесь использовать крепление на винтах, для того, чтобы эта хвостовая балка у меня была съемная. И, конечно же, увидите это в будущих видео. Еще одно будет видео по сборочке, там все будет. Вот такое крылышко. Ну и второе крыло такое же точно. Абсолютно такое же точно крылышко. Ничем не отличается. Само крыло у нас имеет длину 39,5 сантиметров и ширину 11,7 у корня, там где прямой профиль. Вот, сразу же вклеены вот здесь магниты. Видим, что на крылышке есть магнитики. И в принципе при сборке крыла оно сразу же будет готово для установки. То есть внутри крыла вот так устанавливаем трубку. Устанавливаем вторую трубку. Вернее, вторую половину крыла. Совмещаем между собой. Устанавливаем крылышко во внутреннюю часть корпуса, заводим переднюю часть крыла и на магнитах защелкиваем заднюю часть крыла. Собственно, все. На самом деле, я думаю, что крылышко уже никуда не денется, но мы собираемся на нем гонять, а значит, прикрутим вот здесь нейлоновыми винтиками. Круглые вставочки вот здесь вот, под винтики, они усилены здесь шайбами нейлоновыми. Их не видно, они черного цвета, но на самом деле винтик туда не провалится просто так. Можно будет прикручивать и не заморачиваться этим моментом. То есть вот такая вот получается птица. В коробочке есть еще мелочи, сейчас о них поговорим. Я просто хочу убрать со стола коробку, которая... вот еще такие красивые наклейки. Коробку уберу, чтобы она не мешала мне собирать самолет. Наклеечки в сторону. Перевернем модель. Вторая хвостовая балка. После установки сразу же есть возможность убрать вот сюда. Это не армирование, это предполагалось прокладка кабеля сервопривода с любой стороны. То есть мы можем наш сервопривод, что отсюда спокойненько проложить вот так вот, для того, чтобы он оказался под фюзеляжем. То есть вот здесь, если сделать крепление на винтиках, вот в этих местах, будет отлично держать и замечательно разбираться при необходимости. Пока что ничего не склеиваю. Предварительная сборка такая модели. Дальше наклеиваются всевозможные красивые наклейки сюда. И благодаря наличию вот такой мелочевки мы собираем нашу электронику. Значит, есть два винтика. Винтики, к удивлению, стальные. То есть это металлические винтики, не нейлоновые. Я заменю их на нейлон. Есть Y-кабель в комплекте, для того, чтобы подключить оба сервопривода к одному каналу. Здесь нет необходимости использовать закрылки, поэтому в принципе одного канала будет достаточно. И 3 тяги металлические, сразу же с установленными вилочками, которые подключим к нашим кабанчикам в комплекте. В общем-то ничего особенного, но сам по себе комплект просто великолепен предварительной сборкой. То есть здесь все вклеено очень качественно, очень прочно. То есть вот вы можете видеть, я беру модель в руки, она сейчас даже не склеена.
но уже держатся воедино. Еще раз говорю, что отштамповано все очень качественно. При необходимости здесь тоже можно что-то проложить, хотя не вижу в этом смысла. Общий размах крылышка получается от края до края у нас 79 сантиметров. Отличный самолетик. Компактный, грамотно подготовленный для сборки. В принципе, я думаю, что даже начинающий может его собрать, хотя я думаю, что с точки зрения пилотирования эта модель не для начинающего. Ну, что могу сказать еще? Действительно жаль, что заказал только один. В ближайшее время на канале смотрите сборку всего этого и облет на поле. До свидания, до встречи на канале.